Это видео может спасти жизнь вашего ребенка. Ставки уже не просто развлечение. Это ловушка, в которую попадают даже дети. И чаще всего с молчаливого согласия родителей. Лудомания. После закрытия казино открылись настоящие врата ада. Казино ушли с улиц, но пришли в каждый карман человека. И самое страшное – в карман ребенка. Теперь ад не в зале с рулеткой, а в твоем телефоне. Круглосуточно 24/7. Без свидетелей, без контроля и без шансов. Вы видели, как ваш ребенок ставит? Нет? А он уже сделал это. Через чужое имя, поддельную сим-карту и купленный аккаунт. Он сидит по ночам, в тишине, а цифры исчезают с его экрана, как и его будущее. Подпольное казино теперь в каждом телефоне. Там, где должна быть учеба, цифры ставок. Там, где должны быть мечты, иллюзия легких денег. Сегодня, чтобы проиграть все, не нужен паспорт. Офшорные букмекерские конторы открыты 24/7. Тыкаешь, и ты уже в игре. Детей в них затаскивают стримеры, блогеры, тиктокеры, их кумиры, с которыми они выросли и которым они доверяют. И никто не несет за это ответственности. Раньше дети мечтали быть космонавтами. Сегодня дети мечтают стать стримерами или блогерами. Родители всегда заняты, дают денег или телефон, лишь бы от них отстали. Откупается каждый по-своему. Дети идут в YouTube, TikTok, Twitch. Там, где они ищут музыку и игры. Там, где они находят своих друзей. Их с радостью встречают те, кто зарабатывает на их доверии. Веселый дружелюбный тон, промокоды на бонус. Ставь на вторую. А ну-ка ставь на вторую, и это деньги, чат. Это может быть занос. На вторую. Сука. Фейковые заносы под музычку. Есть! Пизда! Есть! Блядь, 20 мразь! Ну... Все работают одинаково, под один и тот же алгоритм. Делать ставочки на футбик — это перспективно. Очень. Выигрыш, деньги, миллионы. А ты сидишь и не понимаешь, как это так? Я тоже могу, и я тоже хочу попробовать. Они не показывают тебе провалы, только выигрыши. Они продают тебе иллюзию. Их задача не заработать на ставках. Их задача заработать на тебе. Все по сценарию, все оплачено. Дети не читают правила, регламент. Да что там дети? Взрослые этого не читают. Они видят, как их кумир выигрывает. И думают, это легко. Но где титры, это реклама? Где предостережение? Где ответственность? Когда тебе кажется, что ты понял систему, хотя ты просто нажал кнопку, за которой сидит алгоритм химии в твоем организме. Возможно, если бы Ремарк писал сегодня, он также говорил бы о потерянном поколении. Только теперь потерянное поколение из-за ставок, из-за иллюзий легких денег, из-за лудомании и из-за безразличия взрослых. Но почему ты снова и снова возвращаешься к игре? Почему пальцы так и тянутся кликнуть по этой проклятой кнопке? Это не просто азарт. Когда ты играешь, твой мозг заливает дофамин. Нет выигрыша, от ожидания выигрыша. Это не гормон счастья, как многие думают. Это предвкушение, которое подстегивает сделать ставку снова и снова. Но когда твоя ставка уже сделана, в дело вступает адреналин. Сердце колотится, руки потеют, внимание заостряется. Ничего нет более важного в данный момент, чем эта ставка. Ты как охотник, ты в засаде. Это и есть химия азарта, смесь дофамина и адреналина. Твоя психика уже не различает, проигрываешь ты или выигрываешь. Мозг получает награду просто за сам процесс. Когда человек молод, он все думает, что болезнь и смерть грозят кому угодно, только не ему. Это не просто игра, это ловушка. Если ты думаешь, что тебя это не коснется, посмотри это видео до конца. Сотни случаев, которых нет в отчетах, потому что семьям стыдно говорить об этом. Потому что лудомания не воспринимается как болезнь, хотя она разъедает мозг и душу, как рак. И начинается это все с одной кнопки – поставить. Ты проиграл, и ты молчишь. Ты не скажешь никому, потому что стыд глубже боли. Так работает зависимость. Она забирает тебя одного, чтобы добивать в тишине. Поколение Z – идеальная мишень для лудомании.
Почему? Потому что выросли в цифровой среде. ТикТок, лайки, быстрые удовольствия. Им нужно здесь и сейчас. Азартные игры в телефоне – это тот же дофаминовый шот. Как соцсети, только в 100 раз мощнее. Плюс культура ставок везде. В блогах, в рекламе, в стримах. Подростки втягиваются в азарт раньше, чем в первую сигарету. Поэтому лудомания у поколения Z развивается куда быстрее и тяжелее, чем у прошлого поколения. Век цифрового комфорта, ставка в одно касание. Ты больше не должен заходить в мутное казино за занавеской. Казино теперь в твоем кармане. Только технологии работают не на твой выигрыш, а на твое привыкание. Один свайп, и ты на экране слота. Один клик, и ты поставил половину зарплаты, неважно, свою или родительскую. Лудомания – это не болезнь бедных, это не слабость, это системная уязвимость мозга. Наш мозг эволюционно заточен искать закономерность, даже там, где их нет. Это называется апофения. Если в прошлый раз был выигрыш, то может быть и сейчас. А если до этого 2 раза проиграл, то в третий точно повезет. Это ловушка, так работает случайность, но мозг не выносит неопределенности и начинает выдумывать логику в хаосе. Ты уверен, что понимаешь ставки? Эффект Даннинга-Крюгера. Ты думаешь, что разбираешься, но это всего лишь иллюзия. Новички переоценивают себя, проигрывают и снова, и снова. Ты только что проиграл и тут же снова ставишь. Почему? Потому что эффект Даннинга-Крюгера работает очень быстро. Ты не осознаешь своей некомпетентности и веришь, что теперь ты точно отыграешься. Даже если тебе повезет и ты реально что-то выиграешь, это еще не значит, что ты получишь свои деньги. Потому что ты не читал регламент букмекерской конторы. А там куча скрытых условий, ограничений и лазеек. Они знают, как тебя остановить, поверь мне. Тебя держат на крючке именно из-за твоей безграмотности. Ты просто нажимал «согласен», не вчитываясь. Потому что читать правила и регламент – это как-то скучно, не по-нашему, не по-мужски. А для них это идеальный клиент. Посмотри мои предыдущие видео, и ты будешь знать больше, чем 90% игроков. Я заметил у себя одну форму зависимости, точнее одну из форм зависимостей, так будет честнее и правильнее. И объясняю это через эксперимент Шрёдингера. Есть такой мысленный эксперимент, называется код Шрёдингера. Пока не откроешь коробку, код как бы и жив, и мертв одновременно. Есть ящик и код. В ящике имеется механизм, содержащий радиоактивное атомное ядро. Параметры эксперимента подобраны так, что вероятность распада ядра за 1 час составляет 50%. Если ядро распадается, открывается емкость с газом и код погибает. Если распада ядра не происходит, код остается жив-здоров. Также и со ставками. Ты либо проиграл, либо выиграл. Когда у тебя куча матчей на день, энергия расходуется моментально. Особенно, если все идет не по твоему плану. Но хуже всего последний матч. Ты его проанализировал, поставил и все. Больше сил не остается. Ты не можешь досмотреть этот матч. Нервы на пределе. Просто закрывай и ухожу. Потому что в этот момент голова сейчас взорвется. Виски пульсируют, стучат. Это мой способ так себя разгружать. Но мозг не отпускает. Постоянные мысли: зайди, посмотри результат. Иногда не выдерживаю, захожу, смотрю, а иногда держусь. Этот способ реально спасал меня от импульсивных ставок. Я просто говорю себе: ты не можешь повлиять на этот результат. Так зачем ты губишь свою нервную систему? Спасибо Дейлу Карнеги. Почитайте обязательно, поможет. Закрываю матч и иду гулять. С друзьями, с любимым человеком, главное не один. Один пойдешь, снова зациклишься. Нужно отвлечься. Дать мозгу вернуться в стабильное состояние. Перестань врать себе. Пока ты думаешь: да я просто развлекаюсь, ты под контролем игры, а не наоборот. Лудомания – это зависимость. Такая же, как алкоголь или наркотики. Без признания ты не сделаешь ни шага. Удаляй приложения, блокируй сайты через родительский контроль, ставь таймеры, блокировщики. Есть программы Gambан, BadBlocker, ColdTalkie. Они реально помогают. Оставлю ссылки. Ищи поддержку. Это может быть твой близкий человек, который не осуждает, а помогает. Или группа взаимопомощи, типа анонимные игроки. Общение с теми, кто прошел через то же, бесценно. Обратись к психологу, особенно если чувствуешь тревожность, апатию и суицидальные мысли.
Когнитивно-поведенческая терапия, КПТ, один из самых эффективных методов при лудомании. Это не слабость, это нормальное лечение. Азарт дает тебе дофамин и адреналин. Найди, где брать его еще. Спорт, творчество, общение, новые навыки. Сначала ничего не радует, но потерпи, потом станет легче. Даже я стал снимать видосы для вас, изучать программы монтажа, обработку звука и так далее. Хоть немного внести добра и понимания. Ну и дофаминчика тоже. Передай контроль над деньгами, семье, другу, поставь лимиты в банке, убери доступ к кредиткам. Лудоман без денег – это выздоравливающий человек. Проигранные деньги не вернутся, попытки отыграться загоняют еще глубже. Зависимость требует выхода. Йога, дыхательные практики, стояние на гвоздях – это не эзотерика, это способ вернуть контроль над телом и вниманием. Когда ты учишься терпеть боль и фокусироваться, ты начинаешь управлять импульсами, а значит, выходишь из игры. Возможно, неисправимым лудоманом этот ролик будет совсем не интересен, но на моем канале есть и другие видео, где я стараюсь спасти вас от критических ошибок в ставках. Поделитесь этим видео, и вы обязательно спасете чью-то жизнь. Надо было всего лишь не полениться и сделать пару кликов.